Сейчас чихну. Мотор. Будьте здоровы. Хочу сегодня записать исследование полихромного сапфира, вот этого вот. Потому что пока он у меня есть, он у меня один-единственный. Я, например, с Махенги не успела записать, да, я хочу теперь успеть хотя бы с полихромным, потому что пока он у меня есть, хочу, чтобы это видео осталось в канале. План такой, я сейчас делаю по всем приборам, прогоняю камень, да, заодно там в конце посмотрим уже на микроскопе факт термооблагораживания был или нет, да, понятно, что сертификат есть, но мы тоже все проверим все как следует. И в целом посмотреть распределение цветов, все-таки он полихромный, да, соответственно, это самое интересное. Поехали. Да, давай начнем. Так, взвешивай. А что там с сертификатом? А сейчас посмотрю. Сейчас я тебе его дам. Ты тогда взвесишь, да? Я пока остальное все подготовлю. Да, сейчас настрою. Так. Весы. Держим. Так, есть. Угу. Да, все нормально. Угу. Так, с сертификатом. Вот сертификат. 4,55 карат. Гранка октагон. Мадагаскарский. Пишут, что негретый, без облагораживания. Полихромный сапфир. Присутствие цветов голубого, зеленого и желтого. Зеленый-желтый я вижу, голубой я пока не заметила, но сейчас будем рассматривать. Угу. Посмотрим. В принципе, он там угадывался. Вот. Самое интересное рассматривать именно переходы цветов. Например, у австралийских полихромных сапфиров у них очень резкая эта полоса. 4,545. 4,55 по округлению. Да. Сейчас 4,545. Угу. Запиши, пожалуйста. Сделай еще 2. 4,545 первый вариант был. Второй, третий. Сколько они индекс рефракции ставят? 1,760 до 770. Угу. Окей, проверим. Заодно сегодня, у нас же теперь несколько полярископов для интенсива. Заодно сегодня проверим работу новенького полярископа. Я подготовила. Посмотрим, как он работает. Так, сейчас прошу не дергать стул. Хорошо. Четыре 545. Угу. Да, все, отлично. Угу. Прошу. Так, я начну, наверное, с самого первого инструмента гемолога. Это лупа. Потом, как вариант, можно будет еще размеры сравнить тоже на штангенциркуле. Прям берешь и такой прям желтый в серединке прям просвечивает оттенок. Чистенький. Угу. А гранка хоть и октагон, но такими, знаешь, прямо лучами. Как принцессу гранят. Клиновидную такую огранку сделали, интересно. То есть такой октагон клиновидный, я бы назвала. Угу.
Слушай, ну что я вижу? Я вижу, что камень очень чистый. Вот. И визуально даже в лупу не просматриваются ни минеральные, ни какие-то другие включения. Для сапфиров очень характерны минеральные включения, а именно рутил. Да, это не только в синих сапфирах бывает, но и в других. Есть графитовые включения, но здесь камень чистый. Вот прям ничего не скажешь. Сейчас посмотрю еще со стороны рундиста. Вот, тоже могут быть какие-то там микросколы и так далее, поэтому здесь нужно тоже все проверять. Нет, здесь чисто. Очень здорово сделали огранку они, потому что переход цветов кажется совершенно незаметным. Хотя вот я вижу, да, в центре желтое и уходит по бокам в зеленовато-синюю зону. Интересно. Здесь так вообще интересно по граням распределяется. Какие-то грани такие голубовато-зеленые, а какие-то такие желтые с уходом в зеленый. Ну, лучше всего, конечно, оценивать фактор зональности цвета, да, перехода цветов в идеале на чем-то белом. Вот, это первый момент. Второй момент, лучше со стороны рундиста, со стороны павильона. Почему? Потому что более четко видно. Но я вот вижу, что здесь как треугольником идет зона желтого, здесь зона синего, тут зеленый, тут тоже немного синий. Интересно, то есть от желтого через зеленый к синему идет. Но за счет огранки камень играет и видно, что по граням идет переход цвета, а не по зональности, да, то есть как вот, например, помнишь, я как-то показывала австралийские полихромные сапфиры, у них там желтый и синий, и просто как будто бы черту разделили между, и все, да, то есть вот это поразительно. А здесь нет, здесь не так, здесь именно плавный переход. Этим, кстати, и славятся мадагаскарские полихромные сапфиры, потому что эта история, ну, действительно редкая. В основном именно резкий переход цветов. В среднем, кстати, находит где-то один камень в год. Сейчас примерно такая история на Мадагаскаре. То есть, в принципе, это история редкая. С рефрактометра потом займемся полярископом. Вторым, кстати, редким фактором мадагаскарских сапфиров полихромных является отсутствие у них термонагрева. Отсутствие термонагрева у мадагаскарских сапфиров – это история крайне редкая. Вот, поэтому по сертификату этот камень облагораживания не подвергался. Вот и посмотрим сегодня. Вот, потому что, хоть и говорят многие, что разницы особо нет, да, между термообработанным сапфиром и необработанным сапфиром, но я хочу сказать, что эта разница примерно 30% от цены стоит обработанный нагретый сапфир. И это в случае, если это не диффузия. Если это диффузия, то это сразу, там, я не знаю, ну это просто какие-то копейки стоит камень. Там $10 за карат, что-то в этом роде. Это если диффузия была. Потому что изначально на диффузию берут ерунду. То есть не берут хороший камень, берут какую-нибудь бледную ерунду, забитую всю, потом с диффузией облагораживают, нагревают, делают чистым. И вуаля, красивый камень. Пожалуйста. Так, посмотрим, что тут есть. Ну, что могу сказать? Камень однозначно обладает анизотропией. Это в любом случае. Так. Видно это, да? По индексу? Да, по рефрактометру, да, это видно. Так, ну, четко. 0,09, 3,09. Подтверждаем сапфир. Да, осталось определить, синтетический или настоящий. Так, еще хочу проверить в полярископе, еще хочу проверить в дихроскопе, потому что сапфиры плеохроики, естественно, меняют цвет. Это, кстати, очень красиво можно увидеть и посмотреть. С этим разобрались. Давай пока это уберу. Полярископ, идем к нему. Как раз новую коробочку протестируем.
Вот как оно тут работает. Инструкция на китайском. Очень актуально. Так. Чеки. О, супер. Навёхонький. Главное, чтобы шнур подходил к розетке. Посмотри, какая розетка. Нормально. Нормально. Да, как в рефрактометре, помнишь тогда? Какая она там, европейская была, да? Вот сюда, мне вот сюда. Ага. Держи. Есть контакт. Мгм. Работает. Ну что, изучим теперь на полярископе. Сейчас я его протру. Конечно, это не карманный полярископ. Здесь намного удобнее и быстрее все видно. В карманном не так. Но с другой стороны, как полевые работают, да, вот такой вариант тоже, в принципе. Ну да. Удобен, правильно? Почему нет? Так, ну я сначала его с одной стороны, потом с другой положу. Угу. Анизотропный. Снимем, допустим. Ну что, какой вывод? Ну, какой вывод? Вывод такой, что камень анизотропный, это подтвердилось еще раз, и, конечно, видны, очень хорошо видны переходы цветов между желтым, зеленым и синим. Синий тоже есть. Круто. Угу. Так что да. Так что забираем наш камень. Идем к следующему исследованию. Это у нас дихроскоп. Проверим свойства плеохроизма. Все сапфиры плеохроики, абсолютно все. Вот. В каждом по-разному происходит этот переход оттенков, а в полихромном тем более это свойство проявляется по-разному. Вот будет интересно, как он здесь проявился. Для этого мне потребуется белый лист бумаги. Ну, вижу желтый, вижу зеленый. Между желтоватым и зеленоватым поймала. Не сильная, слабая. Это, конечно, не танзанит, у которого разница просто колоссальная. Здесь немножечко послабее, но тоже есть. Кстати, вот с помощью этого прибора сразу понятно, чем отличается плеохроизм от полихромности. Очень слабый. Слабый, да. Нашла. Да? Да. Давай. Вот так видно желтый и слегка зеленый. Вот я вот так вот держу. Видишь? Угу. С цветами я посмотрела, со съемкой при дневном свете у нас, по-моему, тоже такая съемка есть. Вот. Ну, из тех вопросов, что остались, скажем так, до конца неузнанными, это только микроскоп. Посмотрим, был термонагрев или нет, потому что по частоте все хорошо. Вес, никаких проблем, цвет переходит красиво. То есть, в принципе, здесь даже эта огранка в вот этих вот октагон, да, с лучами с этими, как в принцессе, да, очень даже оправдано, потому что нет этого четкого перехода, как вот в австралийских, да, там желтый, синий, которые некрасивые, потому что за счет этого получается, ну, какой-то очень плоский оттенок. Нет этой игры. А здесь за счет того, что огранка клиновидная, да, получается распределение цвета абсолютно разное. Это интересно, камень играет. Ну, давай тогда я сейчас поставлю микроскоп, все лишнее уберем до прибора и посмотрим этот процесс. Хорошо. Я решила кое-что проверить. В принципе, и так понятно, да, что это сапфир. Но на всякий случай решила посветить ультрафиолетом. Вот, а соответственно, ну, видно, да. Что будем искать там в камне? Ну, я ищу в сапфирах обычно 3 вещи. Первое это... Сейчас, секунду. Первое это, чтобы не было диффузии. Второе, то есть диффузионного окрашивания. Второе, это наличие или отсутствие термообработки. Ну и третье, это уж совсем для некачественных сапфиров, но я всегда проверяю, это
Заполнение трещин каким-то стеклом, стекловолокном, еще чем-то таким. Ну, то есть что-то такого плана, что может тоже быть. Так, ну вот у нас камушек. Давайте будем его рассматривать. Ну, при таком увеличении камень чистый. Что можно сказать? Ну, диффузии здесь нет, понятное дело. Я видела здесь зоны роста ровные такие, прям как надо. Вот они. Поперек, У который синтетики, да, у синтетики, Мгм. например, если метод гидротермальный, да, выращивания и вернеля, у них такие более... Включение в сапфире не имеет признаков того, что камень был термообработан. То есть это природное включение, которое видно, и как газово-жидкостное, но минеральных практически нет включений камня, потому что чистота камня VVS. Даже Понимаешь? под микроскопом мы ничего найти Вот. не можем. Да, то есть газово-жидкостные нашли, а минеральных, ну там есть чуть-чуть, но их практически нет. Поэтому я бы с радостью там показала какой-нибудь кристалл эпидота там или кристалл там циркона какого-нибудь в сапфире, но его нету. Ну, вот. Поэтому, к сожалению. Хотя в мадагаскарских они встречаются, но, как правило, частота хуже заметно. Поэтому этот образец, он интересен в этом смысле. Вот. Ну и даже вот исходя из этой картинки сразу видно распределение цветов, то есть желтый, зеленый, синий. Ну, что мы поняли? Мы поняли, что, во-первых, при внешнем осмотре, при небольшом увеличении мы поняли, что камень не содержит диффузионных следов, диффузионной окрашивания. По зонам роста мы определили вот характерный признак, один из характерных признаков природных сапфиров, не претерпевавших термообработку. Это характерная цветовая зональность. Здесь вот живые включения, газово-жидкостные живые включения, минеральные, то есть здесь ничего с ними не происходило. Ну что ж, какой наш вердикт будет по этому камню в целом? Наш вердикт по этому сапфиру полихромному, что это природный камень, не претерпевавший процедуру термообработки, диффузии или чего бы то ни было, поэтому все соответствует строго сертификату, как и было заявлено. Всю информацию я предоставлю, сведу в единый свой репорт, с QR-кодом размещу на своем сайте, поэтому эта информация будет полностью доступна для клиента. Да, здорово. Попался к нам в руки. Действительно, такой образец. Ну, приятно посмотреть. Я когда вижу такие вот красивые зоны роста, да, там и так далее, очень любопытно их изучить. Но без этого тоже никак. Как доказать, что у тебя действительно достойные камни? Ну да. Так что, если кому-то, как говорится, интересно, милости просим на интенсив. Я провожу 15 февраля, в субботу. Что за интенсив? Гемологический интенсив, где я учу, как обращаться, работать с гемологическими приборами полевыми. В первой части так и рассказываю про оценку, да, драгоценных камней, то есть как оценить дорогой камень, дешевый, в каком ценовом диапазоне, чтобы было четкое понимание, что вы там не продешевили, не переплатили. 15 февраля на Петроградке в Санкт-Петербурге с 11 до 17:00. В течение одного дня. В течение одного дня, да. Я прокачаю навыки, уверенно прокачаю навыки гемдиагностики и дам свою систему оценки драгоценных камней. Ученики научатся, да? Ну, уже я делала в декабре, они научились и очень довольны. Кто-то из них даже стал уже на гемолога учиться профессионально.